Сегодня мы вернемся к теме, которую обсуждали, пока все внимание в очередной раз не поглотили разные встречи без смысла и содержания. Поговорим о бюджетном дефиците в России и стремительном росте государственного долга. Только прежде чем начнем, напомню. По ссылке в описании вы найдете инструкцию по обходу блокировок. Мы ее постоянно актуализируем, а спонсирует это дело MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с помощью которых вы сможете тратить криптовалюту за границей и оплачивать иностранные сервисы. Ссылка в описании. Напомню диспозицию. Когда в декабре принимали федеральный бюджет, дефицит в него закладывался в 1,5 триллиона рублей, но только за 7 месяцев залезли в долг почти на 5 триллионов. Основной способ финансирования бюджетного дефицита – выпуск облигаций федерального займа и их продажа российским банкам. Здесь стоит отдельно обратить внимание на то, к чему в таких случаях обязательно будут апеллировать. Взгляните, дескать, на американский госдолг. Мол, нашим, одалживая у банков по 0,5% ВВП, до него еще годами идти. А американцы спокойненько с таким долгом живут. Но нет, есть два важных различия между американским государственным долгом и российским. Во-первых, американские облигации нужны всем. Американский госдолг, пожалуй, что один из самых ликвидных продуктов на мировом финансовом рынке. Одалживать деньги американскому правительству – исторически самый надежный инструмент инвестиций. Американское правительство не находится в ситуации, где его облигации покупают только собственные банки и только потому, что так устроено регулирование, и по факту они обязаны. Долги американского правительства, даже превышая 100% ВВП, не занимают собой балансы собственных банков целиком, выступая в них единственными активами. Не возникает расклада, при котором американское правительство – единственный должник в экономике. Во-вторых, американское правительство одалживает на совершенно иных условиях. Там речь идет о ставке в 2% годовых. Когда вы берете в долг на таких условиях, вы можете себе позволить долг в 100% ВВП, потому что тратить 2% ВВП на обслуживание долга при 3% росте ВВП в год – это не проблема вообще. Вообще нет никаких проблем одалживать сколько угодно денег, если в результате вы растете быстрее, чем стоит этот долг. Поэтому, когда вы вдруг слышите аргумент при рассуждениях о российском долге в духе «а вот у американцев», следует помнить, у американцев совсем иная история. Американцы могут себе позволить большой долг, потому что у них экономика растет, а деньги дешевые. Пример США нам вообще не наука. Российские и американские долги нельзя между собой сравнивать. Что одним хорошо, то другим смерть. Переводя государственные финансы в более понятные нам частные, можно привести такую аналогию. Когда у вас есть успешная сеть, например, ресторанов, и вы берете кредит на открытие нового, при этом платите банку 5% годовых, а ресторан, открытый за эти деньги, вам начнет приносить 10% годовых, это хорошая схема. Так можно одалживать бесконечно и открывать сколько угодно ресторанов. Если же вы никаких новых ресторанов не открываете, берете кредит под 15% и просто тратите его на текущие расходы, а потом берете еще один, чтобы платить по прошлому, доходы у вас при этом не растут, а падают, то тут у вас проблемки. С разницей мы, положим, разобрались. Понятно, что российское государство не может копить долги так же, как американское. Теперь нужно разобраться с более интересным вопросом. Чего стоит ожидать дальше? Ну вот мы знаем, российское правительство за 7 месяцев залезло в дефицит в 3 раза глубже, чем планировало на весь год. Что дефицит в последнее время нарастает более чем на триллион рублей в месяц, на 0,5% ВВП. Мы знаем, что главный источник финансирования дефицита не мифический фонд национального благосостояния, который сейчас в большей степени выполняет функцию второго скрытого бюджета на помощь госкомпаниям, чем резерв. Главный источник финансирования дефицита у нас – облигации федерального займа, которые банки кладут на свой баланс под 16%. Мы знаем, что объем размещения этих облигаций растет нелинейно, а вырос рывком как раз в последние месяцы. Без особых подробностей, но в общем мы понимаем природу возникновения этих долгов. Война устроена так, что с каждым днем не только стоит все дороже, но еще и высасывает все больше ресурсов из реального сектора экономики. Неизбежно, чем дальше, тем в большей степени страна приходит к тому, что государству нужно и войну финансировать, и отрасли, которые от войны страдают, спасать. Вкратце мы эту проблему описывали в связи с ситуацией на рынке труда. Проблема не заканчивается на том, что вы слесаря железной дороги отправили в окоп умирать. Теперь у РЖД не стало слесаря,
Нужно найти нового за большие деньги, а РЖД зависит от бюджета и покроет свои возросшие зарплатные издержки за счет правительства. Вы адски перенасыщаете экономику бюджетными деньгами, от чего разгоняется инфляция. Центробанк несется повышать ставку в небеса, от чего крякает вся остальная экономика, помимо военки, в том числе и госпредприятия, которые затем приходят к правительству за деньгами. В результате гигантских выплат военным у вас адски разгоняется рынок недвижимости. Квартиры в медвежьих углах, которые никто не покупал за 1 000 000, начинают стоить 3. А вы хотите еще льготную ипотеку из бюджета покрывать. В целом, если у вас экономика стоит на массированных государственных инвестициях и кредитах, которые берут и бюджет, и предприятия, и граждане, то вы не можете себе позволить тратить меньше, чем раньше. Мало того, вы должны все время тратить больше. Если вы не будете накачивать экономику деньгами, не будете инвестировать каждый год больше, чем в прошлый, у вас не будут расти доходы предприятий и зарплаты. Тогда в экономике схлопнется спрос, и она начнет рушиться по принципу домино. Потому что тот неадекватный спрос, который позволял вам хвастаться экономическим ростом, был, грубо говоря, обеспечен появлением денег там, где их раньше не было, в отраслях, где они прежде не водились. В итоге было построено сильно больше квадратных метров, продано сильно больше автомобилей, стиральных машин, телевизоров, было сделано сильно больше ремонтов, чем было бы в нормальной ситуации. За что придется расплачиваться. То же самое касается и доходов бюджета. Можно долго всем рассказывать про невероятную пользу от санкций и закрытия множества рынков для российской продукции. Как оно обстоит на самом деле, обсудим после некоммерческого объявления. Посмотрите, пожалуйста. Если вы в Европе, у меня для вас хорошая новость. В эту субботу в Берлине пройдет большая встреча On Air. Это будет 3-я такая встреча. Сможете послушать музыку под открытым небом, подписать книги любимых авторов и побывать на лекциях от гостей встречи, например, на лекции кинокритика Антона Долина «Свобода кино в несвободном государстве» или филолога Армена Захаряна «Голый король вчера, сегодня и завтра». Будет там и Екатерина Шульман, и Максим Курников. У них лекция на двоих про то, как система переживает смерть тирана. Проведет встречу журналистка Татьяна Фельгенгауэр. Она еще предложит вам свои фирменные коктейли. В целом, отличный вариант для лета 2025 года. Споете вместе с Татьяной Лазаревой, проведете время среди единомышленников, заведете новые знакомства, обсудите новости и повеселитесь. Приходите. Ссылка на билеты в описании. Продолжим. Можно долго всем рассказывать про невероятную пользу от санкций и закрытия множества рынков для российской продукции. Но даже при всем том, что мы знаем о санкциях и о том, как их обходят, не существует такой реальности, в которой санкции – это хорошо. Да, выстроены и работают системы по обходу санкций. А экспорт российской нефти нашел пути на прежние рынки через теневой флот, нашел новые рынки в Китае и в Индии. Это, безусловно, так. Но вот вторая часть правды – это не бесплатно. И пусть авиакомпании научились таскать запчасти через третьи страны, но понятно, что болт, который нужно купить на липовую фирму в Турции и ввезти кружным путем, стоит дороже болта, который тот же Аэрофлот купил бы напрямую. А покупают там далеко не только болты. Предприниматели научились возить оборудование и комплектующие самыми экзотическими путями, чтобы продолжать свою деятельность. Но все эти компании в Кыргызстане и Гонконге, банковские счета в Дубае на граждан Аргентины, все эти покупки на посредников и цепочки перепродаж – все это на каждом этапе стоит денег. Как и торговля нефтью в обход санкций. Нефть – товар, конечно, сверхприбыльный. Да, вы можете часть этой сверхприбыли потратить на дорогую теневую логистику. Часть потерять в процессе получения денег. Еще часть на ценах. Ведь когда у вас для прямых значимых поставок вместо всего мира остались только Китай и частично Индия, то продаете вы им нефть не за ту цену, которую устанавливает рынок, а за ту, по которой именно они готовы у вас покупать. Продолжаете ли вы много зарабатывать даже при всех этих условиях? Конечно. Данные о том, что страны ЕС закупали российской нефти на сумму большую, чем помогли Украине, не из фантазии взялись. Денег Путину поставляется по-прежнему много. По-прежнему больше, чем Украине. Но что точно известно, что Россия зарабатывает меньше, чем могла бы в нормальных условиях. Когда в этом году у российского бюджета стали падать нефтегазовые доходы, это, в общем, логичный результат. Если вы систематически теряете доллар здесь и доллар там, если постоянно нужно изобретать новые схемы, рано или поздно это отразится на вашем кошельке.
И отныне ваша проблема не только в том, что тратить нужно больше, чем прежде, но и в том, что доходы ваши снижаются. Теперь же сработал еще и накопительный эффект. Пугает, конечно, что правительство как-то уж слишком внезапно полезло в минус. Не очень понятно, в чем именно причина. Либо правительство, как было предсказано и нами в том числе, просто не было готово к тому, что война продолжится в 2025 году, и закладывало на этот год план закрыть все дыры, уже без войны, обанкротить всю лишнюю военку и потом позатыкать сэкономленными деньгами все проблемы, которые до этого откладывало. Ну а вышло, что и проблема никуда не делась, и военка растет пуще прежнего. Либо правительство готовится к новой войне, запасает жирок и закрывает расходы до ее наступления. Не очень понятно, почему ситуация резко стала более проблемной. Мы не в первом ролике задаемся этим вопросом, но пока к ответу не приблизились. Но понятно, почему ситуация ухудшается в принципе. Нельзя воевать без последствий. Война и связанные с ней государственные расходы могут давать рост экономики какое-то время. Но чем дольше война идет, тем очевиднее. Кратковременный эффект от вливания средств в экономику прошел, а теперь пришли последствия. И даже большие вливания от европейцев тут уже не помогают. Существование завода по производству дронов приносит радость только в статистике. На деле же это черная дыра, поглощающая бюджетные средства и не производящая никакой добавленной стоимости. Превращение ВК из прибыльной корпорации налогоплательщика в потребителя бюджетных дотаций на импортозамещение и контроль интернета никого богаче не сделало и налогов в бюджет не добавило. В такие моменты выясняется, что проблема на самом деле везде. В бюджете огромная дыра и накопление долгов. Инфляция сильно выше таргета, и запредельно высокая ставка Центробанка с этим не вполне справляется. Выясняется, что на следующий год нужно снова откуда-то взять кучу дополнительных денег на войну. И деньги эти пойдут не только на оплату войны в 26-м, но и на обслуживание долгов в 25-го. И так год за годом придется двигаться в неопределенное будущее. Если и были те, кто верил в договорничок и скорый конец войны, то сейчас таких уж точно больше нет. Главные вопросы. Как правительство будет решать эти проблемы? Как справиться с тем, что вся политика последних 3,5 лет привела не к увеличению доходов, а совсем наоборот? Что они будут делать в моменте, понятно. Можно и самим догадаться, но источник Рейтер дал подтверждение. В плане на следующий год, который осенью мы увидим в проекте бюджета, есть повышение налогов, сопряженное с сокращением всех несвязанных с войной расходов. Какие именно налоги собираются повышать, вопрос отдельный. Но последствия очевидны. Любое повышение налогов тормозит экономический рост и снижает реальные доходы, и, как следствие, снижает спрос. Любое повышение налогов – это попытка решить проблемы правительства за счет граждан и предприятий. С расходами все очевидно. Военка, силовые органы, статья «Национальная экономика», куда забиты все инвестиции, в том числе то самое импортозамещение. Все эти статьи, которые абсолютно точно никак не пострадают. Урезание расходов, скорее всего, постараются осуществить за счет социала, за счет сокращения индексации пенсий и зарплат в бюджетной сфере, за счет урезания трансфертов регионам на соцподдержку, больниц, школ, ну и всего, на чем обычно экономят. Но это дело такое. Скрести по сусекам и заодно продолжать торговать этими облигациями федерального займа, накапливая долги как не в себя, это, конечно, позволит стабилизировать ситуацию в моменте, потянуть еще какое-то время, но не решит проблему бюджетного дисбаланса. Что произойдет в момент, когда сокращать станет нечего, повышать некуда, а накопленные долги надо будет как-то гасить? Из ситуации, когда страна продолжает воевать, а балансы банков состоят почти полностью из долгов правительства, есть глобально только два выхода. При условии, что, как мы уже обсудили, набирать долги, подобно американцам, российское правительство не может. Первый выход можно условно назвать 98-м годом нашим. Правительство прощает все и всем, кому должно. Правительство отказывается обслуживать облигации, отказывается гасить их банкам, банки остаются без денег, которые они должны вкладчикам. Это вполне себе катастрофический сценарий, в котором экономика на какое-то время перестает функционировать почти полностью. Не будет платежей между предприятиями, не будет безналичной оплаты банковскими картами, не будет ничего, что так или иначе завязано на банке, потому что, по факту, банков больше не будет. Деятельность банковской сферы как экономической отрасли просто приостанавливается на некоторое время. Против тех цифр, которые лежат на вкладах и депозитах, банкам просто нечего поставить. Отдать клиентам при требовании нечего. Банк им должен, а у него самого ничего нет.
Ведь федеральные облигации, которые должны были превратиться в деньги, превратились в пыль. Учитывая, насколько российская экономика с 1998 года выросла и усложнилась, предсказать реальные последствия дефолта по облигациям невозможно. Это будет кризис, с которым мы еще не сталкивались. Вдруг окажется, что денег, отображающихся в вашем банковском приложении, на балансе карты нет. Что счета в компании, с которого вам платили зарплату, тоже больше нет. Что за поставку вам не заплатят, потому что у покупателя тоже счета больше нет. Деньги по экономике просто перестанут ходить. Второй выход можно именовать белорусским или латиноамериканским. Это покрытие долгов за счет эмиссии. Когда правительство вместе с Центральным банком говорит: нам наплевать на инфляцию и девальвацию. Мы просто хотим, чтобы нам было чем покрыть долги и бюджетные расходы. Чтобы банки могли чем-то выплатить эти рубли, которые обесценятся, но хотя бы будет чем выплатить. Мы не жертвуем банковской системой. Не отказываемся платить долги. Не парализуем экономику. Мы печатаем рубли в том количестве, которое нам нужно. А инфляция в 200, 300, 500% в год. И доллар по 400, 500 рублей для нас совершенно не проблема. Какой из этих вариантов лучше? Оба совершенно отвратительны. В обоих сценариях экономике потребуются реанимационные мероприятия. Либо для спасения банковской системы, чтобы по сути отстроить ее заново, либо для спасения рубля как национальной валюты. Нужно будет опять вызывать для работы в правительстве Чубайса. Не нужно воспринимать сказанное как предсказание на обозримое будущее в несколько лет. Все куда хуже. Путин сейчас ведет войну за счет долгов, которые нарастают пугающим темпом. Путин может еще какое-то время позволить себе это делать. Но что дальше? Вы набираете долгов под 16% годовых, чтобы финансировать долги прошлого года. Минфин своим ежемесячным отчетом расписывается в том, что он не в состоянии контролировать дефицит бюджета, что заложенные в прошлом году цифры, оказывается, вообще не отражают реальную экономическую ситуацию. При таких исходных вы чуть раньше или чуть позже подойдете к тому, что либо долги платить перестанете, ведь они начнут поглощать львиную долю расходов бюджета просто, либо будете платить их напечатанными под отдел деньгами, и тогда будет огромная инфляция и деньги обесценятся. Наверное, хуже всего, что это хоть и неизбежная, но проблема будущего. Скорее всего, Путин свой век продержится, воюя в долг под любые проценты. А правительство, пришедшее после Путина, столкнется с ситуацией, где им нужно оплачивать гигантские долги, сгенерированные войной. А значительная часть экономики, работавшая на войну без дотаций, встанет. Мы когда-то с вами говорили, военный ресентимент, ассоциация войны с лучшим временем в жизни многих людей, когда у них была работа и платили много, это огромный вызов для будущего. Но вариант, где Путин надрывает российскую экономику на войне, тратит все резервы, залазит во все мыслимые долги и оставляет своих сменщиков все это разгребать, этот вариант делает подобную перспективу гораздо более реальной. Так эпоха Путина, когда тратили как можно больше денег любой ценой, будет выглядеть временем богатства и благополучия. А в проблемах окажутся виноваты те, кто будет вынужден выйти и сказать: дорогие граждане, все, что вы видели, делалось на деньги с ваших счетов. Государство взяло в долг у вас в будущем. И вот это будущее наступило, и мы в нем оказались. А отдавать долг-то нечем. И теперь счетов у вас нет. На них погуляли хорошо раньше, при Путине. Точнее, счета как бы есть. Но против них поставлено обещание правительства Путина что-нибудь заплатить. Путина нет и обещаний. А платить нечем при всем желании. Вполне реальной кажется перспектива, что российское государство при Путине сможет потянуть войну еще какое-то время. А когда не сможет тянуть, в проблемах окажется виноват не Путин, а тот, кто придет после него. Как в 90-е в проблемах оказались виноваты не те, кто безумной экономической моделью с плановой экономикой в СССР и строительством коммунизма умудрился обанкротить государство, получавшее бесплатные нефтедоллары. А виноваты оказались реформаторы, которые с уже свершившимся фактом банкротства пытались что-то сделать. Ровно так произошло с нами в начале 90-х, и это имело огромное влияние на то, как Россия стала развиваться после. Виноват будет не Путин, который сначала угрохал на войну все, что у него было, а потом еще и в долги залез. Виноват будет тот, кто признает, долги эти не выплатить. Это будет огромный вызов для страны, не только экономический, но и политический.
Потому что второй виток ресентимента в нашей ядерной державе, но теперь не к прекрасному СССР с пломбиром и колбасой, а к путинизму с гробовыми, на которые квартиру можно купить. Второй виток ресентимента мир может и не пережить. До завтра.